Филлеры на основе гиалуроновой кислоты, одним из которых является Реванесс, это совершенно замечательные препараты. We're all here today, we all make a living because of these beautiful products. И мы все собрались в этом зале, и мы все зарабатываем, в частности, на этих хороших препаратах. They're very natural. They're the gold standard of our industry. Они абсолютно естественны, они природного происхождения. Они являются сейчас золотым стандартом косметологии. They're very easy to inject. Они легко вводятся. And if we don't like what we did, we can reverse it all away with hyaluronidase. И если нам не нравится результат, мы можем его быстро устранить с помощью введения гиалуронидаза. So Revanesse is one of many products that are available to you on the market, and I'm not going to belabor and re-educate you on what you already know, but there's a full, complete product line. И, как я уже сказал, линейка Revanesse — это одна из линеек филлеров, которые доступны нам на рынке. И я не буду повторять то, что вы уже и так отлично знаете, просто скажу, что там есть препараты для абсолютно всех потребностей. And there are different products because the human body is made up of different areas, if you will. Not different tissue, but different areas. И там несколько различных препаратов, потому что человеческое тело имеет разные участки. То есть не то чтобы состоит из разных тканей, но состоит из разных областей. So I'm going to go through these very quickly. There's Revanesse Pure, which is uncross-linked hyaluronic acid. И я быстренько пройдусь по этим препаратам. Есть Реванесс Pure, это гиалуроновая кислота без перекрестных связей. Revanesse. Revanesse. Revanesse Ultra. Revanesse Ultra. Kiss. Revanesse Kiss. Contour, which is my new favorite product on the planet. Контур — это мой новый любимец. Это теперь у меня любимый препарат на всей планете. Revanesse, which you've heard about earlier. Revanesse, о котором вам уже рассказали. And before I get into this slide, I just want to tell you that you could see from my disclosure that I've actually lectured for a number of companies that make these products. And they're all very, very good products. In the first 10 years of my career in aesthetic medicine, I used Juvederm. I used a lot of Juvederm. И прежде чем комментировать вот этот слайд, я хочу сказать, что если вы обратили внимание на первый слайд, где было disclosure, да, раскрытие информации о выступающем, то вы заметили, что я выступаю для различных компаний, производителей препаратов. И это все очень хорошие препараты. Первые 10 лет своей карьеры в косметологии я очень широко использовал юведеру. And like most of us that have injected a lot of products, I had adverse events. И как у большинства специалистов по инъекционным методикам, встречались нежелательные явления. Not serious, but lumps and problems that I had to deal with. Не то чтобы серьезные нежелательные явления, но бывает там какое-то кругование и какие-то другие проблемы, с которыми приходится сталкиваться. And then I actually started using Revanesse, not because I thought it was a superior product, but to be honest, because it was in Canada a little less expensive than Juvederm. А потом я стала использовать Revanesse, и даже не потому, что я считал, что этот препарат лучше, но, честно говоря, потому что в Канаде он чуть подешевле, чем Юведерм. And the interesting thing that the more I used, I didn't have adverse events. I thought maybe I was becoming a better injector, but I started noticing after 400 or 500 syringes that I wasn't seeing the same events I was seeing with other products. И чем больше я его использовал, тем больше я убеждался в том, что сейчас у меня не бывает нежелательных явлений. То есть, конечно, я мог это списать на то, что возрос мой опыт по использованию инъекционных методик, то есть я теперь, так сказать, более опытный специалист. Но 400-500 шприцов показали мне, что нет побочек. And so after probably 1,000 syringes of Revanesse and no adverse events, and the reality is, so what? It's the past. I used 1,000 syringes. But I wanted to know why. Why was it? Was it really something different, or was it just that I was a better injector?
И я проколол примерно 1000 шприцов Реванесс, да, не было побочных явлений. Это факт, это история. Это само по себе не так важно. Важно понять, почему. Мне было очень интересно понять, то ли это просто я руки набил, то ли что-то в препаратах отличается. So I don't know if any of you've heard Dr. Niccolo. И я не знаю, знакомы ли вы, слышали ли когда-нибудь выступление доктора Николао, Пьер Николао. He's a plastic surgeon and practices in Paris. Has done some amazing clinical work on what we do, fillers. Пластический хирург практикует во Франции, в Париже, и у него совершенно замечательные, интересные работы по тому, чем мы занимаемся, по филлерам. Do you know how long Revanesse has been in Russia? Вы знаете, сколько Revanesse присутствует в России? Да, больше 6 лет. More than 6 years? Yeah. So before probably I started using Revanesse, before you started using Revanesse, he wrote a paper in 2005 telling us what an ideal filler should look like. И даже до того, как я стала использовать Revanesse, до того, как вы стали использовать Revanesse, доктор Николао в своей работе привел вот эту таблицу. Каким должен быть идеальный филлер? But I hadn't heard about this. И я об этом не слышал об этой работе. So none of the companies came to me to explain that, yes, the human body is extremely sophisticated. Yes, it notices very, very tiny changes, and that I should be aware of that as a physician. То есть никто из производителей не пришел ко мне и не сказал, что ты знаешь, человеческий организм настолько сложно устроен, он замечает малейшие перемены в своем состоянии, то есть мы должны об этом всегда помнить, как медики, как косметологи. So it turns out the human body likes very smooth, spherical products if we're going to implant it in the human body. Оказалось, что если нам нужно что-то имплантировать, что-то вводить в человеческое тело, то в идеале это должны быть абсолютно гладкие сферы. The other thing that happened was very recently, the FDA has actually released a couple of studies that show that although the fillers we're using are all very good and they're all made out of hyaluronic acid, Кроме этого, недавно FDA выпустила 2 исследования, которые показали, что несмотря на то, что все филлеры, которые мы используем, очень высокого качества и все изготовлены на основе гиалуроновой кислоты, there are these tiny, tiny little pieces of protein left behind in the manufacturing process. в процессе производства в них остаются маленькие кусочки, обломки белков. That come from maybe the water that's used to make hyaluronic acid, or it may actually come from the hyaluronic acid, which, as you know, is made by streptococci bacteria. И эти белки, с одной стороны, могут быть в воде, которая разводится, то есть гиалуроновая кислота, да, что получился препарат гиалуроновой кислоты. С другой стороны, это может быть просто при производстве самой гиалуроновой кислоты, потому что вы знаете, что ее вырабатывают бактерии, стрептококки. So they discovered that a very low level is important. 0.5 endotoxic units per mil is important in a filler. И они выяснили, что очень важно, чтобы уровень содержания вот этих белков, обломков белков, был очень низким. И порог – это половина эндотоксичной единицы на миллилитр. And Revanesse is actually 10 times less than that. Так вот, в Revanesse содержание этих белков в 10 раз ниже. So that was an aha moment for me. This might be why I had less AEs when I used this product. И вот тогда я понял, что, может быть, поэтому у меня не было побочных явлений при использовании этого препарата. But like everything in life, there are probably more explanations than just this. Но, как у всех явлений в жизни, наверное, есть больше, чем одна причина. So again, all these are great products. I've used them all. И еще раз повторю, что вот это все отличные препараты, я их все использовал.
They are all more similar than they are different. И на самом деле между ними больше сходств, чем различий. But like in life, the tiny little differences are actually very, very important in the human body. Но, как и в жизни, вот эти мелкие различия, они очень важны для нашего организма. As we said earlier, the hyaluronic acid, it's ubiquitous. It's the same in every species. We shouldn't react to it. We shouldn't really have an allergic reaction to that. Как я уже говорил, гиалуроновая кислота – это вещество природного происхождения, причем она абсолютно одна и та же во всех живых существах. То есть мы не должны давать аллергическую реакцию на гиалуроновую кислоту. And the cross-linking agent between all the good products that you use is very much the same. It's BDDE. And that's the only cross-linker you should ever want to see in any of your products. Trust me, I've used some that had other cross-linkers and they're just evil. И вещество для формирования перекрестных связей между цепочками гиалуроновой кислоты во всех препаратах, которые вы используете, должно быть только одно. Это БДДЕ. И только оно. Поверьте мне, я использовала препараты, где перекрестные связи были образованы с помощью другого вещества, и это просто безобразие, это кошмар. And as I had the privilege to learn by going to a manufacturing facility, a little bit of cross-linker BDDE is good, but more cross-linker is not. И мне повезло, я побывал на производстве, где производятся препараты, и понял, что небольшое количество агента для перекрестного связывания БДДЕ – это хорошо, но его избыток вреден. And here we have again that topic, the little tiny minute, parts per million, that's almost nothing. You sure can't see it. И вот нижняя строчка, она тоже очень важна, это размер частиц, причем это крохотные частицы, там части на миллион, то есть глазами не увидишь. But now the FDA has told us, and the reason why is because they've had to study the adverse events, that this protein equals endotoxin, which is not a good thing in the human body. Но теперь мы понимаем, что это важно, поскольку FDA выпустила 2 исследования, показавших, что вот эти частицы, это на самом деле эндотоксины, это белки, которые не должны присутствовать, то есть присутствие которых вредно в препаратах. And again, you see that the Revanesse products are much lower than the rest. И вы видите, что содержание таких белков Revanesse гораздо ниже, чем в других препаратах. So now you start to see the way I think. A second reason of why something may have happened. И теперь вы понимаете, да, то есть вот процесс мышления, как я рассуждаю, это может быть вторая причина, почему так происходило. So for everyone in the room that didn't get enough of biochemistry and organic chemistry, which is not me, this is basically how you cross-link 2 sugar molecules. Для тех из вас, кто недостаточно хорошо помнит биохимию, органическую химию, он говорит, я сам не очень хорошо ее помню, вот это изображение показывает процесс образования перекрестной связи между 2 полисахаридами. So as I said earlier, a little bit of this BDDE is okay, it's good, it makes our product last longer, but too much of it, not so much so. И, как я уже ранее говорил, небольшое количество БДДЕ – это хорошо, это помогает образовывать перекрестные связи, и препарат держится дольше в организме, но избыточное количество БДДЕ вредно. Now, if any of you have ever been to a manufacturing facility, like a lot of things in life, it's a very simple process what they do, but very complex and tedious stages in that simple process. И если вы когда-нибудь были на производстве таких препаратов, то вы знаете, что это, в общем, как и в остальном в жизни, процесс сам по себе достаточно простой, но он состоит из нескольких очень сложных и утомительных этапов. And the last process is actually, much like in the human body, in someone in renal failure, is a dialysis. They take this product and they run it through dialysis for a long, long period of time.
И на последней стадии препарат проходит диализ. Это, знаете, когда у человека почки отказывают, да, то его подключают к препарату диализа. То есть примерно то же самое. Очень длительный диализ. And that, of course, gets rid of excess BDDE, which is a good thing for our body. При этом вымывается остаток БДДЕ, избыточное количество БДДЕ, что хорошо. So, I was happy. I now had two reasons why maybe this product had less AEs. И я был очень доволен, потому что я увидел вторую причину того, почему этот препарат превосходит другие. Unfortunately, I wasn't convincing myself that I'd become a better injector, but hey. Конечно, неприятно было убедиться, что это не потому, что я теперь лучше инъекции делаю, но тем не менее. So to remind you again, in 2005, that's a lot, almost 10 years ago, these properties of a filler were defined by Dr. Nicolau. И возвращаясь к доктору Николау, почти 10 лет назад, в 2005 году, он сказал, что идеальный филлер должен быть таким, и свел его качество в таблицу. And you can look up this paper in the Journal of Plastic and Reconstructive Surgery, and he had no disclosures, no bias. This is not sponsored by any company. И вы можете найти эту статью в журнале пластической реконструктивной хирургии. Вы увидите, что там не было disclosure, то есть он не работал ни с какими компаниями, никакие компании это не оплачивали, то есть абсолютно непредвзятое мнение. And in that paper, he talks about it. It's quite fascinating, actually. And he talks about how the body handles foreign bodies. And make no mistake, when we're putting a filler into somebody, when we're putting a neuromodulator into somebody, we are putting a foreign body into that person. И в этой статье, очень интересная статья, он описывает реакцию организма на инородное тело. Мы ведь все понимаем, да, что когда мы что-то вводим в организм, будь это филлер или нейромодулятор, это в любом случае будет инородное тело. Now, it's a scary word, tumor necrosis factor, but make no mistake about it, when we inject something into the human body, macrophages come into the area, secrete substances like this to try to get rid of that agent. Вот фактор некроза опухоли, это такое очень страшное название, но на самом деле, когда мы что-то вводим в организм, когда в организме появляется инородное тело, туда сбегаются макрофаги, которые выделяют вот такие вот вещества, для того, чтобы от этого инородного тела избавиться. But there's good news. We can make products that actually are less aggressive in the human body, and it turns out if they're of a more regular shape and less irregular, we get less of this reaction. Но мы можем добиться того, чтобы препарат вызывал меньшее отторжение организмом. И было выяснено, что если частицы препарата имеют правильную форму, а не неправильную форму, то он вызывает меньшие реакции на инородное тело. And it also seems to be interesting that the bigger the surface area of the product we put in, the more inflammation that's created. И еще очень интересно было подмечено, что чем больше площадь поверхности препарата, который мы вводим, тем больше воспаления он вызывает. And those of you that remember your physics, the nice thing about round spheres is for a unit volume, they expose a smaller surface area. А из уроков физики мы помним, что сфера хороша тем, что на единицу объема имеет минимальную площадь. So I'd like to share with you now just some science slides on what these particles that we're putting into the human body look like under magnification. Я хочу вам показать на этом слайде изображение различных препаратов под большим увеличением, как выглядят их частицы. I know to my eye, when I used to look at the syringe, they all look pretty darn good and pretty similar. И, честно говоря, на мой взгляд, когда смотришь на шприц, они все примерно одинаковые, и все выглядят хорошо. I couldn't understand why they were so expensive. Я, правда, не понимал при этом, почему они так дорого стоят. But because I'm always trying to find out why, to be honest, now that I've seen the manufacturing process, I understand why they cost what they cost.
Но поскольку я всегда пытаюсь докопаться до причины, честно говоря, теперь, когда я увидел процесс производства, теперь я понимаю, почему они столько стоят. Да, они этих денег стоят. So the slides are pretty self-explanatory. И, собственно говоря, на этом слайде уже картинки все говорят. Здесь все понятно. Big surface area. Большая площадь поверхности. So think of it as lots of areas for the macrophages to attack and attach. То есть это большая поверхность, к которой могут прикрепиться макрофаги, которые могут атаковать макрофаги. Versus not perfect, but much more spherical and smooth. И в сравнении вот с такой формой, не идеальной, но гораздо более близкой к сферической. And if you look at Restylane, which is an excellent product, but remember that it's been around for a long time. I mean, it was one of the first maybe 15, 20 years ago. А если сравнить это с Рестилайном, тоже хороший препарат, и один из первых препаратов, наверное, да, то есть мы им пользуемся уже 15-20 лет. These products, of course, aren't even spherical at all. Мы видим, что там частицы вообще не напоминают шарики, то есть они вообще не сферические. Astellas, which is again an excellent product. Вот здесь сравнение с препаратом Astellas, тоже замечательный препарат. It's better, but still not as spherical. То есть здесь форма получше, но все равно не сферы. And if we look at Revanesse kiss versus Teosil kiss, they're very clearly different. А если сравнить Revanesse kiss и Teosil kiss, то различия просто бросаются в глаза. And again, if we look at contours versus voluma, А если сравнить, опять же, очертания с тем, что мы видим у волюмы, again, they're different. тоже отличаются, правда? And when I went looking for the why adverse reactions happen, И когда я пытался понять, почему же происходят эти побочные явления, нежелательные явления, it was because I had not one but two patients who came back probably 8 to 12 weeks after I had injected voluma, 8 to 12 weeks later with large inflammatory lumps. Почему я, в принципе, стал об этом задумываться? Потому что у меня был даже не один пациент, а два пациента, которые пришли ко мне через 8, а то и даже 12 недель после введения волюмы с достаточно таким плотным воспалением. And I didn't know why. I used Juvederm for 10 years. I liked Juvederm. Voluma was the best for Juvederm. It was the newest Juvederm. I actually stopped using Revanesse because I was convinced Voluma could replace Revanesse, that I would get the same longevity. But why? Why did this happen? Not one, but two. И я не мог понять, что ж такое. Ведь я уже 10 лет использую Ювидерм, это хорошие препараты, Волюма, это новое поколение тех же препаратов, то есть она должна быть гораздо лучше Ювидерма. И на самом деле я надеялся ей заменить Revanesse, я прекратил свой Revanesse, потому что Волюма имеет такую же длительность эффекта. То есть почему такое произошло? Откуда это воспаление? And then the third case I have of exactly the same adverse event came with TSA Ultimate. А у третьего пациента, где была точно такая же воспалительная реакция, то есть точно такое же нежелательное явление, там на самом деле был введен Теосиаль Альтимат. Now, I don't know about you, but these look like little boulders to me. Не знаю, как на ваш взгляд, на мой взгляд, они выглядят как булыжники. And so then maybe, just maybe, I had my third reason as to why this had occurred. И вот, возможно, это дает нам третью причину, почему так происходит. So this is more the science again, aspect ratios, where we're really looking at graphing out all of those particles you saw and how ideal the shape of these particles become. И это еще один такой научный слайд о соотношении размеров, параметров частиц. И, собственно говоря, здесь сравниваются различные параметры для того, чтобы выяснить, какой из филлеров ближе к идеалу. And what's very interesting is that when you look at this, the aspect ratio of the size of the particles,
Revanesse contour and volume are kind of the same. И очень интересно, что если посмотреть вот именно на этот параметр, эти два препарата очень схожи, Реванесс контур и волюма. And again, you know, very similar size. Если сравнить размеры частиц, то по этому параметру они тоже похожи. And we learned from Dr. Nicolo that as long as they're greater than 30 microns, that's okay, and we don't want them to get too big a surface area, and so these two products, I'd say, are pretty similar. И доктор Николао нам сказал, что частицы должны быть больше 30 микрон, то есть если они преодолели порог 30 микрон, то это хорошо, и они должны иметь не слишком большую площадь поверхности, то есть поэтому тоже эти препараты схожи. And if we look at the product which I use mostly, these sort of Restylane and Revanesse, again, looking at the regularity of the product, it turns out it's probably fairly important. Но если сравнить препараты, которые я использую чаще всего, это как раз Revanesse и Restylane, по радиусу, да, по площади частиц, похоже, что этот параметр очень важен. The size, again, we talked about that before. Еще раз показан размер частицы, о котором мы уже говорили. And the next thing we should talk about is this concept of G prime, which you've all heard. The manufacturers and representatives come into your office and talked about it. And this is just a little video that you can see how G prime is actually measured. И вот еще одна концепция G prime или G'. Это параметр, о котором нам упорно твердят производители, что он очень важен. И вот это небольшое видео показывает вам, как этот параметр измеряется. So it's a measurement at a standard frequency to see how well this gel resists deformation, resists change. Этот параметр показывает, как гель сопротивляется деформации, его устойчивость к деформации. Измерение происходит на одной и той же частоте, и выясняется устойчивость деформации. Does it mean that if it's good in the lab, it's good in the human body? Но означает ли это, что гель, устойчивый к деформации в лаборатории, будет точно так же вести себя в нашем организме? No, of course it doesn't. Nobody's proved that. Nobody can prove that. Нет, конечно нет, и это невозможно доказать. But what G prime does tell us as scientists is that it probably tells us something about the manufacturing process, which in turn is extremely important to us and even more important to our patients. Но этот параметр, тем не менее, позволяет нам что-то понять о процессе производства этого геля. И это очень важно для нас, но это еще важнее для наших пациентов. So if we look at this now is a slide that shows that G prime test after the product has been exposed to hyaluronidase. In other words, trying to mimic what happens in the human body to get an idea on how it breaks down. Вот здесь показан тот же самый параметр G' после того, как препарат смешали с гиалуронидазой. То есть здесь пытаются выяснить скорость деградации, понять, что происходит уже в организме человека. And you can see that although they vary, the Juvederm and Revanesse have a very smooth decline or very smooth breakdown, which is a good thing in the human body. И вы видите, что несмотря на то, что красная и синяя кривая слегка расходятся, это Juvederm и Revanesse, тем не менее, они очень похожи, очень близки. Это очень плавная кривая распада препарата в нашем организме. Это хорошая кривая. Now remember, this is just data. And it's open to interpretation, which means it's our mind thinking about it, it's thoughts. But if you look at TSAL, it doesn't seem to degrade as fast. И не забываем, что это всего лишь данные, это факты, которые мы можем очень по-разному интерпретировать, потому что интерпретируем мы с помощью нашего мышления. И вот фактом является то, что TSAL, как показывает верхняя кривая, распадается гораздо медленнее. Does that mean it's better?
Означает ли это, что он лучше? Well, if we looked at this one piece of data and ignored everything else that I showed you, it might. Если учитывать только вот эти данные и проигнорировать все остальное, что я вам показал, да, возможно, это означает, что он лучше. But another way of looking at it is it may just be that it's very, very heavily cross-linked with BDDE. Но можно посмотреть на это по-другому, ведь это может происходить из-за того, что там просто огромное количество перекрестных связей, из-за того, что там было очень много БДДЕ. And I believe the why as to why that does not degrade at as fast a rate is because there's too much BDDE. Я считаю, что вот причина, она всегда важна причина того, почему TSL так медленно распадается, это как раз добавка большого количества БДДЕ. So again, I won't bore you with these science slides, although it is very important for us to understand why things happen inside our clinics and why things happen inside our patients. И я не хочу утомлять вас с этими научными слайдами, хотя считаю, что нам очень важно понимать, почему что-то происходит в нашей практике, в нашей клинике, с нашими пациентами, внутри наших пациентов. And again, I'll point out that part of my answer as to why I had no problems with Revanesse is a very linear and consistent change in G prime. Но вот я считаю, что почему еще у меня не было никаких проблем с препаратами Revanesse, потому что абсолютно прямое пропорциональное снижение G'. Again, if you compare Contour, which is my new favorite product, with Voluma, which was my old favorite product. И теперь, если мы сравним контур, это мой новый любимец с волюмой, которая была любимицей раньше. In the lab, they look very, very similar. Лабораторные испытания показывают очень сходные данные. And again, if we look at the degradation, they're almost identical. А если посмотреть на данные по распаду, то кривые тоже практически сходятся. And the last thing to remember is that what's important to us is the force that we need to inject this product into the body. Ну и последнее, что нужно учесть, и то, что очень важно нам, как специалистам, это сила, которую приходится прикладывать для введения препарата. And a product that's very hard to inject out of the syringe may be an indicator to us that there's a lot of cross-linking going on in the product. Опять же, если препарат очень сложно выдавливается из шприца, это может быть указанием на то, что там большое количество перекрестных связей. But it also may mean that those particles are like little boulders sitting on top of each other and they don't slide past each other.